special, pretty ugly from the minute that I met you. Всем привет, меня зовут Кристина и добро пожаловать на мой канал. Давненько у нас с вами не было видео о планерах и заполнении ежедневника, и я решила сделать планер своими руками. К тому же вы очень давно просили такое видео, и та-дам! Вот новый планер, я его уже сделала. Он создан по всем трендам, то есть это мягкий, сквиши, блокнот, антистресс, так вот можно его назвать. Делается он очень просто, и давайте скорее приступим к созданию этой кавайной красоты. Нам понадобится тетрадь на кольцах. Я купила самую дешевую, таких сейчас много в магазинах. Если у вас обложка темная, как у меня, покрываем все белой акриловой краской. Можно в один слой, это не принципиально важно. Оставляем сушиться. А пока сделаем обложку сквиши. Для этой идеи я взяла прозрачный пакет. В таких обычно упаковывают постельное белье или просто одежду в магазинах. Он отлично подойдет, потому что как раз подходит под размер тетради. Также можно заменить обложкой для тетради или прозрачной папкой для бумаг. Примеряем на тетрадь, где должна быть наша мордочка. Рисуем любым маркером. Выворачиваем обложку, по намеченному рисунку обводим все части мордочки. Теперь начинаем рисовать наоборот, то есть сначала делаем обводку, а потом раскрашиваем красками. С ушками мы сначала рисуем розовый, а потом сверху закрашиваем белым. Вспомогательные линии от маркера скоро сотрутся, так что можно помочь стереть их с помощью спирта. Ну или оставить так и подождать, пока все сотрется само. Главное, что рисунок, который мы нарисовали, останется со внутренней части стороны и точно уже ничем не сотрется. Теперь приступаем к сквиши наполнению. Я использую синдипон. С ватой тоже будет, кстати, неплохо. Окрашиваем часть красками, можно использовать любые. Можно даже взять пастель или тени для век, добавляем блестки и все это смешиваем. Это у нас будет грива. Другую часть оставляем так. Это у нас будет само тело единорожка. Наполняем пакет сначала белым синдипоном примерно до половины, а верхушку уже нашим цветным наполнителем. Распределяем на две половинки так, чтобы посередине оставалось свободное пространство. Теперь берем утюжок для волос или обычный утюг и с помощью бумаги для запекания запаиваем края. В качестве альтернативы можно использовать и обычный скотч. Тоже будет ничуть не хуже. Наша тетрадь уже высохла. Нам нужно будет украсить корешок, так как он будет виден. Я предлагаю наклеить декоративный скотч, только лучше на клей, потому что потом корешок будет тереться об обложку и может со временем потрепать края или вообще отклеиться. Я еще решила сделать молнии, чтобы тетрадь могла закрываться и открываться, как пенал. Я купила вот такую нежно-розовую молнию с крупным бегунком, лучше взять, как у меня, которая легко разделяется на две половинки. Такую молнию легче приклеить. Сажаем на клей, лучше брать момент или, как у меня, для разного рода ремонтных работ. Проклеиваем по всему блокноту. Кстати, застежку близко к краю лучше не приклеивать, а оставлять пространство для бегунка. Хорошо зафиксируйте зажимами или прищепочками. Нужно, чтобы все окончательно высохло. Кстати, молнию подходящего размера вы, скорее всего, и не найдете, так что обрежьте лишний хвостик. Только теперь, чтобы молния не разошлась, обильно зафиксируйте отрез горячим клеем. Готово! Приклеиваем нашу сквишу обложку. Сделать это можно с помощью двухстороннего скотча, прозрачного канцелярского клея, строительного клея или просто зажать степлером. Не используйте клей-момент или кристалл, он разъест пакет. Насчет клея-пистолета не знаю, попробовать можно на маленьком кусочке. Если все норм, то клейте смело. Снова фиксируем зажимами до полного застывания. Теперь займемся внутренней частью. Я купила пару листов блестящего фоамирана. Кстати, рекомендую брать именно на рынках, а не в творческих магазинах. У нас один такой листочек стоит всего 30 рублей.
Вырезаем нужный размер под вашу тетрадь. Теперь нам нужно будет что-то прозрачное. Это может быть обложка для тетради, прозрачная папка или, как у меня, прозрачная обложка для рефератов. Вырезаем полосочку нужного размера и маркером рисуем вот такие полосы. Теперь с помощью канцелярского ножа делаем надрез. У нас получились вот такие кармашки. Теперь приклеиваем все это на фоамиран. Лучше всего сделать это при помощи степлера. Жаль, что эта идея пришла мне уже после того, как я приклеила фоамиран. Но вы делаете правильно. Сначала степлер, а потом уже приклеиваем фоамиран. Я, конечно, тоже вышла из положения, потом приклеив краешки обратно, но мне пришлось повозиться. Еще из кусочков фоамирана я приклеила держатель для ручки. Теперь давайте попробуем наши кармашки для скрепок. Очень удобно все распределить по отсекам, а отверстие, что я оставила не скрепленным, служит удобным прозрачным кармашком для бумаги. Берем все имеющиеся у нас стикеры и отрывные листочки и приклеиваем к прозрачной подложке, которую мы прикрепили. Делать я это рекомендую с помощью двухстороннего скотча. Если у вас слишком много скрепочек, то можно сделать еще одну закладку в планере. У меня вот такой кусочек картона с совушками. Так продавались магнитные закладочки. Я добавила еще пару отверстий для фигурных скрепочек. Делаем отверстие дыроколом и добавляем скрепки. К нашему антистресс-блокноту нужен нервоуспокаивающий брелок. Можно сделать его из шерстяной ниточки, как мы это делали уже много раз. Кто не знает, под видео будет ссылочка на это дело. Из фоамирана я вырезаю глазки и ушки. Сегодня я буду использовать вот такой пушистый помпончик. Из фоамирана вырезаем глазки и ушки. Раскрашиваем, проставляем блики и приклеиваем. Так, что-то не хватает. Точно, рога. Вырезаем кусочек, рисуем золотые полосочки и скручиваем, сажаем на клей. К молнии я привязываю брелок с помощью ниточек. Теперь можно мять и успокаиваться. Кстати, можно сделать брелок сквиши из бумаги или любым другим образом. Загляните в это видео, там я показывала, как можно сделать сквиши 6 способами. Я уверена, один из них вам точно подойдет. Еще можно сделать антистресс закладку. Смешиваем немного шампуня и воды, добавляем маленькую ложку соды и любой загуститель. Я использую персил. В итоге должен получиться жидкий лизун. Да, в общем, я нашла применение своим таланту создания лизунов. Если вы смотрели мое видео, где я делаю лизуны, то прекрасно понимаете, о чем я. От части пакета я отрезаю вот такой кармашек, у меня он уже был готов. Если у вас такого нет, то можно спаять, как я показывал ранее, с 3 сторон утюжком. Вливаем жижу туда и добавляем блестки. Налить нужно примерно до половины. Запаиваем верхушку и можно играться. Если честно, не думала, что это будет так залипательно. Такую штуку можно легко положить в один из кармашков и доставать, когда вам захочется успокоить нервишки. Кстати, о кармашках давайте креативить. Можно взять канцелярский файлик. Отрезаем белую часть, делим на 2 половинки, отрезаем уголок, та часть, которая осталась открытой, склеиваем ее скотчем. Проделываем отверстие дыроколом. Еще можно сделать папочки из цветной бумаги. Нам нужно будет 2 одинаковых цвета, хотя можно сделать и одну папочку или 2 разных цветов, в общем, как хотите. У меня бумага односторонняя и вторую сторону будет видно отчетливо, так что давайте ее немного украсим. Сделаю я это самым быстрым способом с помощью карандаша и красок. После высыхания сворачиваем напополам, отрезаем часть. Украшаем стикерами, наполняем кармашки всякими распечатками, наклейками и листочками для бумаги. Приступать к
первой странички. Она особо не несет какой-то смысловой нагрузки, служит украшением ежедневника и дарит хорошее настроение. Я хочу нарисовать здесь малыша-единорожка, который кушает пончик. I can feel the tension move us into the next dimension. Let's just let our bodies be true. We make out for the thrill of it, mess around for the thrill of it. Вырезаем. В ход пускаю все свои вырезашки и приклеиваю их на страничку. Единорожка сажаю на двухсторонний скотч и пишу воодушевляющую фразу Enjoy the day. Вот теперь точно поднимает настроение. Вторая сторона этого листа остается белой, и у меня появилась идея сделать страничку вашего настроения. Идея проста. Рисуем простую картинку по типу раскрасок антистресс. Я решила изобразить кактусики. Страничка так и будет называться «Кактусы настроения». Распределяем цвета по настроению и теперь в течение месяца добавляйте каждый день или сразу за неделю цвета настроения. В конце месяца получается раскрашенная картинка, и легко можно отследить ваше настроение и сравнить, каких дней было больше, счастливых или грустных. Готово! Вот такой яркий, поднимающий настроение планер у нас получился. Если честно, не советую сильно заморачиваться с молнией, выглядит это, конечно, хорошо и функционально, но мороки много. Хотя есть и большой плюс, если из вашей папки что-то вывалится, это точно не потеряется, так что решать вам. Очень люблю планировать и распределять дела. Это помогает с пользой распределить время и дать волю творческой фантазии. Плюс он еще и антистрессовый. Если вы не фанат сквиши и хотите обложку в более минималистическом стиле, то посмотрите другие мои DIY ежедневники, которые я также делала своими руками. И проголосуйте вот тут в правом верхнем углу за лучший планер-органайзер. Напишите в комментариях, какие еще ежедневники вы бы хотели увидеть на моем канале, или вы вообще хотите видео на какую-то другую тему. В общем, жду ваших отзывов в комментариях. Вот такой классный блокнотик антистресс у нас с вами получился. Круто успокаивает нервы, да и смотрится мило. Ставьте пальчики вверх, поддерживайте мой канал, если вам понравилось видео, и будьте креативными. А я вам в этом помогу. До скорого. Пока!